Всем привет. Это снова Влад. И снова Deadly Premonition. Ну что ж, будем потихонечку подправляться в этот замечательный мир. Мы закончили на том, что игра вылетела в больницу. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. И надеюсь, что интернет меня не подведет и дропов кадров дальше не будет. Но это не точно. Интересно, какой-то чекпоинт был. Previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenwood. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Так, этот видос мы видели. Tell me, what... From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to Видео come together. непропускаемое. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks. Игра не вылетит в этот раз. That means she was killed under a roof Если somewhere. вылетит, то будет очень печально. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her Еще меня tongue was немного removed огорчает with a дроп very blunt кадров. knife. Надеюсь, In это не fact, сильно it's more likely it was simply повлияет. chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Escape. Zach, they're here. Пистолет есть. Ну что, давай сохранимся.
Что-то... Что-то нехорошее было, я видел. За дверью. Так. Не-не-не, перезарядись. Ты чё? Один патрон. Одного патрона не хватает. Датчики. Yes. Amazing. Amazing. Nice shot. Great. Туалет. Стабилизатор. Замечательно. Что делает? Непонятно. Может, я, конечно, зря прям так аккуратно. Nice shot. С другой стороны. А что тут еще делать-то? Древние двери явно почти все не юзабельны. Кто? Юзабельны. Yes. Yes. Nice shot. Своим. Yes. Кто? Amazing. Твоя карта. Мне очень жаль. Кофеек. Полезно. Самое главное, мы взяли карту. Теперь с ней можем... Amazing. Nice shot. Bullseye. Теперь с ней можем куда-то допройти.
Наверное, не сюда. Кейс. Кейс, поспать. Стабилизатор еще один. Что бы он ни делал. Ножик. Намек на то, что придется что-то ломать. Лишний экстра леденец. Средняя аптечка. Нас готовят? Зачем было столько всего выдавать, если... Там какой-то лут. Где? Идет. Идти по кровавому следу, конечно, не самая гига идея. Патронов хватает. След еще ведет в никуда. Here! Over here! Bullseye. Nice shot. Yes. Amazing. Давай, ковыляй сюда потихонечку. Amazing. Так, что у нас тут вообще? Две медальки. Тоже неплохо. Даже из стен никто пока не лезет. Что это? Ничего. Сюда возвращаться можно будет. Не вопрос. И аптечка лишняя. Блин, 18% потери кадров. То есть 1/10 от... Эх, ну, сохранимся.
Вдруг экстренно понадобится закончить стрим. Но я хотел бы вообще пройти все-таки эту часть, как минимум. Битрейт, ну интернет, ну давай не подводи меня. Ну что это такое? Так, что тут, по-моему, было? Что это такое? Вот хочу постримить. Хорошую игру показать людям. Чтобы они отдумались играть когда-либо в это. А ты вот это вот мне тут трейд ты портишь и половину кадров съедаешь. Ой. Трое. С оружием. Двенадцатый калибр. Двенадцатый калибр. Так, есть 10-й калибр, есть 12-й калибр. Agent Morgan, if you're so desperate, then why not smoke two at once? Who's that old man? В сезоне Twin Peaks был похожий персонаж. That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up the lumber trade and founded this town. But he's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Mr. Francis York Morgan, haste won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart.
Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain our town goes mad. To our disdain, unpreventable, so sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Ну, неплохая секция. Больница. The body was found in the Greenvale Forest Park. That's west from here, and too far to walk. A forest park? It's the pride of the town. It has a beautiful trail leading to a viewing site over Velvet Falls. Oh, that does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. Ну, поехали. Agent Morgan, if I could just give you a friendly warning. Are you really upset about me taking over the case? I have the authority approved by the FBI to assume command. I understand you don't like it, but you will follow my orders. I'm not disputing FBI authority, but this is our town. You won't get far alone, and you gain nothing by antagonizing me. It's part of my personality. I just do things my way. I can take you off the case if you wish. Stop it, you two. We need to solve this case, not bicker among ourselves. Интересно, насколько невыносимы лаги. Эх. Что ж делать-то? Anna's body was discovered by the woodsman Jim Green, along with his two grandchildren, Isaac and Isaiah. What were they doing in the forest? Just their daily routine. They found Anna's body during a morning walk. So you've talked to them already? Not officially. Not yet. Not yet? Are you out of your mind? You haven't interviewed them yet? Agent York, that tone is hardly appropriate. We were given orders to wait for you to arrive. Orders by who? A man called Abrams from the FBI. Robert, is it? Good old Bob Abrams. I did tell him to stay out of it. It's always tough to have a meddling boss, huh, Zach? I thought you knew, Agent Morgan. Don't worry about it. We may not have taken official statements, but we got all the information we need. I can fill you in right now if you'd like. Thanks, George, but that won't be necessary. I want to hear the details from the witnesses themselves, firsthand. I just can't believe that the children had to witness the crime scene. They may be traumatized. You'd better do this carefully. Don't tell me you get nervous talking to children, Emily. Not at all. That's not what I meant. Then what did you mean? Just forget it.
Надеюсь, я хоть более-менее правильно еду. Так. Так вот по прямой, по прямой, по прямой, по прямой, по прямой, по прямой, по прямой. До этого мы приедем. Так, нет, куда-то не туда мы приедем, на самом деле. Зигзагами. Туннель. Ага, лучше тут налево. Через туннель. И повернуть. Ладно, так и сделаем. Я не думаю, что туннель закрыт. Или, по крайней мере, надеюсь на это. Я надеюсь, что в этой игре есть какой-то fast travel. Если нет, это полное говно. Полное разочарование. Опять. Agent Morgan, how much longer do you want to keep talking? Maybe we should cut the chit-chat and go get our official statements. George is right. Let's head over to the forest park. Да мы едем. Еду как могу. Вы булите меня. Катрин, hello. What are you? Right. In the chat. Да. Наверное, я бы один, в принципе, справился с левел дизайном для подобной игры полностью. Да. Я, бутерброды, чай и редактор вот этого вот всего, и там, не знаю, пару месяцев. Основную карту бы я проработал, я думаю. Закрыто. Is this government land? No, it's private. Owned by Harry. This whole area? That's right. I'm sure I mentioned that he owns pretty much the whole town. He used the money left by his father to buy up most of the town. Many town residents live on his land. Zach, did you hear that? This entire park. A rich man's personal playground. These country rich folk are amazing. It all looks very well kept, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. It's what everyone calls me.
And you are Jim Green? That I am, son. I keep these woods. Well, you're doing a fine job. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body. Yes, my grandchildren, Isaac and Isaiah. Zach, you see that? Twins. Just like in my dream. We gotta keep an eye on these two. I'm sorry. Could we talk away from the boys? I want to help your investigation, but I don't want them to hear this. Very well. Emily, please. I'll just take them over there then. Thank you. Hold on. Don't do anything without asking me. These children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on, they're just kids. They have no idea what really happened to Anna. That doesn't matter. You agree with me, right, Zach? How heartless. Do you ever think of other people's feelings, ever? Emily's right. That's stone cold, even for the sake of investigation. Children see things in pure, simple terms. They may have seen something we adults would never spot, and they are here at our request as well. We could at least chat with them and see if they want to make a statement. Are you serious? I never joke about matters like this. Oh my God. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright there. Now then, Isaac, Isaiah, tell me, what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shining. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrels, weasels, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She was a goddess. She smiled when she saw us. She looked so happy. That's right, Isaac. Isaiah. She was a fairy. A goddess. I'm sure she is playing with those animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Most useful information, boys. Well, Emily, you can take them now. Okay, Zach. This is where Anna's body was. And that means our unsub, our unknown subject, was here too. So, what happened here? Возможно, стрим будет покороче, потому что эти дропы кадров просто кошмар. Zach, something is still missing. We need more clues. Опа-на, старый знакомый. Вообще. И здесь сохранение.
As you requested, we have permission to stay and look around as needed. But what are you planning on doing? To examine the scene, of course. Basic Crime Investigation 101. We might uncover some further evidence. My men have covered this already. I seriously doubt that there is anything else to find. Well, then you and Emily can wait in the car if that's the case. But I'll take my time here. Я понятия не имею, куда сюда. С этой. Ладно. О, огурцы с места преступления, как же. Почему нет? Видимо, бесконечные огурцы. Хватит. О, так удобно. Ага, и последняя где-то должна быть. Почему так происходит? Ладно. Что еще может быть? О. О, последняя. Haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by
high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan? I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He was really enjoying it. A sicko. Then he knelt down and disgusting. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Now I get it. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unsub, our unknown subject, offered prayers to Anna's body, with its bitten-out tongue and massive body wound. Once dead Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder?
Неплохой эпизод. Интересная картина складывается, хотя очень мистическая. Предельно мистическая. The lumber mill is pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Ярдов. When I first joined the force, this lumber mill was still in full swing. It closed up right when I first moved here. And now it's totally abandoned. I presume so. I've never really been inside, so I don't know for sure, but it sure is run down. Deserted buildings are perfect for criminal hideouts and activities. I keep telling Harry to have the place torn down. Probably a little late for that. After all, it's already been used as the site of Anna's murder. We don't know that for sure yet, Agent Morgan. But that's right, from your point of view. But the perpetrator selected the lumber mill. Agent York, you seem very confident about this. Confident? No. Confidence is a sweet spot between being rude and hopeless. I'm just drawing natural conclusions from the facts that we have seen. That sounds exactly like being full of confidence, at least to me. And to normal people with common sense. Common sense can be the opposite of fact sometimes. Bear that in mind. Oh, I will, Agent York. Thank you for another pearl of wisdom. Either way, we'll know for sure by simply going to the lumber mill. So keep your pearls of wisdom to yourself, and let's hurry. Well said, George. Can you step on it, Agent York? Ну, можно? Ладно, видимо, нельзя. Дежавю. Привет, Андрей. Да, машинки интересно катаются. Цветы можно было собрать. Поехать? Ну, давай попробуем. Не думаю, что если намотать цветы на колеса, мы что-то из этого выиграем. Нет. Не-не, это надо собирать вручную. Видимо, в какой-то более свободный момент. Let's go and find out if your facts can be trusted. You're full of confidence, right? Let's get to the lumber mill. Почему я устаю, когда я спринтую на машине? Я там ногой, что ли, поддаю газу или что?
О. Стал думать. I'm going in alone. You two stay here. I can't concentrate on profiling with other people around me. Now hold on a minute. We're investigating this case together. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude of me. But this is how I operate. Furthermore... Yes? Furthermore what? To me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all I know. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say such a thing? Is he making fun of us? We should have left him behind and come here by ourselves. You're right. I've never been so insulted. I'm sorry, but I'm just doing my job. Это вы ускоренные, ребята. Did you hear that, Zach? If they're pros, then we should let every first-person shooter gamer out there join the SWAT team. Zach, they're here. Три патрона могут быть жизненно важными. Здрасте. Началось. Труба пригодится. Ничего. Ничего. Где ты? Yes. Bullseye. Чё у нас так много? Yes. Great. Amazing. Просто бревна. Пистолет. Ладно, ублюдок. Ты арестован. Коробки, ломай там лут. Давай оценим, насколько там. Может быть качественный лут. Ладно, будем здесь наломать.
Там типа медали были, то что мне дадут. Медали, типа деньги. Я пока не понял, куда деньги тратить. Типа я заеду в оружейный магазин обязательно. Посмотрю, я офигею с местных цен, но пока... Just as I thought, Zach. This is where Anna was killed. Houdini. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Размножение сигарет. Или где сохраниться лучше. Так. Вот это я понимаю. 180 патронов не пойдет. Zach, it's almost like an altar. Was the murder some kind of ritual? Труба. Пойдет. Так, ну тут вроде безопасно. Я отойду на минутку. Надеюсь, меня ничего не сожрет. Сейчас вернусь.
Я тут. Там что-то плохое показывают. В смысле? Это бунт? Я думал, что с маленькой аудиторией бунтов не бывает. Сейчас, подожжешь. О, тут поспать можно. Отличное место для сна, правда? Побриться. Давай. По-моему, к телефону. Так, что там насчет нового костюма? Нет, нам ничего из этого не подходит. Чемодан нам не нужен. Патроны у нас пока есть. Леденцы можно собирать до бесконечности. Давай брать ключ. Так, я хотел посмотреть на телефон, и вообще идет ли к нему... К нему не идет никакого провода, как бы. То есть нам позвонил мистер Никто. Копченый лосось. В ржавом шкафчике закрытого лесообрабатывающего. Ладно, хотя бы один. Напугали. Yes. Bullseye. Bullseye. Amazing. Bullseye. Это прекратились. Nice shot. Bullseye. Не надо. Нам сюда, наверное. Ну, дверь, конечно, такая, что ее можно было и ключ не искать, наверное. И автомат, я конченый. Может, не надо ко мне подходить? Это мы всегда готовы.
Принося насосы. Ну да. Граффити кто-то рисует. Я думаю, даже у Зака нету теорий. Yes, nice shot. Вон. Amazing, nice shot. Great. Bullseye. Патроны явно не бесконечные, но пока есть, пользуемся. Зак уже все знает. Окей. Не. С фонариком безопаснее чувствуется, правда ведь? Это те, которые ты фармил в начале игры. Окей. Это же хорошо. Вот и пригодились. Ну, неплохо. Хорошо уместилось. Автор точно подгадал размер. Ножом расхраняющие ящики. Наверное, это реально. Если очень сильно постараться. Давайте что-нибудь из толкана достанем, да? Вот это вот нехорошо. Что интересного, и правда. Nice shot. Great. Чтобы патроны дропали. Bullseye. Great. Ага, это он сюда зашел. Не, ну мы не боимся, мы пришли арестовывать его, правильно? Ты боишься, Андрей? Нет, я тоже. Нет, почти. С пистолетом пулеметом не так страшно, в принципе, да? В принципе. Тебя даже из 10-миллиметровой арестовывать. Это... Ящики ломаются.
вообще интересно. Который способен арестовывать 180 преступников в минуту. Вот такие хорошие познания. О средствах ареста. Как говорится, сколько надо полицейских, чтобы крутить лампочку. И сколько они просто будут бить комнату, потому что она черная. Коробка передач. Ну, коробка передач. Власть. Так и знал. Amazing. Great. 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 Nice shot. Перезарядка. С этой стороны не посмотришь. Здорово. Amazing. Стабилизатор, я не понял, что это такое и зачем это применять, но, наверное, надо. У меня уже есть пара средних аптечек. Пока что меня, благо, особенно и не раздамагивали. Ничего. Так, эти сами за собой посмывали, хорошо. Тут не смыто. Что игра мне чем предлагает игра заняться? Смыть какое-то жужевое. Хотя, кстати, может это типа связано как-то с расследованием. О, хлепуха. Андрей, нам хлепуху дали. Сантехник Йорк. Может быть. Кто там? Кто нарывается? Ничего. Тут ничего. Я наверняка что-то упускаю, но как бы уж ладно. Не очень прям горю желанием задерживаться в данном гильзе.
Я там еще ранее подбирал 12-й калибр. Мне кажется, что это... Наверное... Так вот. Ну, как влитое, да? Теперь можем запустить лифт. Это же прекрасно. Ну зачем? Если у нас еще есть вот эта секция, в которой очевидно что-то да есть. Я бы не отказался от еще. А как? Ага. Уже хп потерял. Взрыв, видимо, остался. Как в Dark Souls первом. Еще какое-то время после конца анимации. Ну, поехали. Началось. Давайте. Власть. Huh? Рукой в стене. Бицуха такая присутствует. Ой, от волос лифт заело. Как это мило. Ладно, в принципе, нет смысла особенно смотреть, пока не будет побольше собрано. Конечно же. Спецназ. Да мне с таким скиллом в шутеры надо играть, правда ведь? Похоже, нет питания, придется восстановить подачу энергии, запустить этот лифт-зак. Keep dry. О. Видимо, надо вкладываться. Так, а вот это уже подозрительно. Что там? Персонажу нормально, он ничего не хочет. Кушать немного хочется, спать немножечко хочет. Поможем что-то поесть. Предметы.
А как звучат недельные доклады? Кому докладывает начальство Зака? Я не знаю, я, честно говоря, уже не уверен, что наш главный герой работает на ФБР. Так. Скорее всего, да. Но в каком-то особом... Что ты мешаешь мне рассказывать историю? Агент Йорк. Кто? Ладно. Необходимо найти где-то там нужный предмет. Автомат, пожалуйста. Агент Йорк. Да, чтобы Зак вернулся. Взялся за работу и спас всех. Да. Напарника не хватает. Знать я не хочу. Еще тут довольно бледный этот целеуказатель, и поэтому не всегда... Все же странная игра. Там... Ты думаешь? Думаешь, странно? Так, что надо сделать? О. Вон. Вон от меня, ублюдки. По городу слонялся. Там ты в оружейный магазин заходил, там было что солидного. Я пока не ощущаю проблем с боевой мощью, но... Мне кажется, это проблемно. Да, там есть всякие жители. Наверняка будет момент, когда мне дадут подождать. То, что тут говорили за женщину, которая важна в расследовании, но она прибудет через несколько дней. И типа мне можно будет там, пару дней побакланить. Сейчас тут какие-то важные только штуки. Придется пожать руку. Huh?
Ну давай. Я не уверен, что даже в конце прохождения игра даст нам ответы на все вопросы. Вопросов немало. Как бы. Вентиль. Правого двигателя. Трогать его небезопасно. Это как бы и не вопрос. Там медалька. Медальки пока что дают в основном деньги, что тоже очень полезно. Huh? I have some questions. Вы арестованы. Если вы будете сопротивляться, ну, пускай он пойдет пока что. Не торопимся с задержанием, в принципе. Вот, все равно от нас никуда не уйдет. Он, правда, ну, как бы и не очень торопится. Это, наверное, могло что-то бы говорить об его мотивах. Правда ведь? Если вы будете сопротивляться, я буду вынужден умереть. Не-не-не-не. Сэндвич с индейкой. Лучшее место для того, чтобы найти сэндвич с индейкой. Какие-то боты? Или это какое-то тайное общество, которое я не в курсе? На предыдущем стриме тоже что-то такое писали. Так. Чё? Скорее всего, игра на самом деле не очень сложная. Потому что... Ты чё? Так, вот это вот не надо. Ты, блин, мой модератор, ты должен противостоять этому всему, а не присоединиться. Перевозглавить. Даже не знаю. Так. Даже монстров нет. Нет, есть. Лучше от тебя заранее избавиться.
FBI. Ну ладно, мне не надо. Нет, что лут из этих не особенно. Кейс. Пускай будет. Хотя у меня там уже какие-то есть. Давай, выходи. Подлый. Уже даже в кейс не пихается. О, монетки. Так, что у нас тут? Телефончик. Сохранить. Давай. Нихуя. Хорошо. Спать. Что он там? Не надо нам тут спать. Будем спать только в отеле. Спрятаться. Спрятаться. Пока не помехи. Под кровать можно спрятаться? Нет, нельзя. Новых костюмов нет. Да выспись, Зак подежурит. Пускай лучше бабушка подежурит. Как ярко. К этому телефону не идет провода, как он может звонить? Конечно же, я возьму трубку. See you. Ну, я даже не знаю, как тут комментировать. Нам нужен план. Нам нужен план или динамит. Динамита я не находил. Но у меня есть слепоуха. И дубинка, в принципе. Наверное, если он все-таки смертен. Типа, кинуть слепоуху. Потом высадить в него пару сотен 10-миллиметровых. Это, возможно, его умертвит. Это Джонни. Давай. Есть немного погоды. Мне кажется, так задумано.
самое лучшее дизайнерское решение. Ой. Интересно, это от того, что я русскую локализацию накатил, или это так и было бы? Интересно, на что нам геймдизайнеры намекают тем, что дают нам камеру без глаз маньяка. Маньяка не существует, мы его придумали. Вот было прикольно, если бы он сейчас взял и улегся здесь еще поспать. Маньяк Зак. Думаешь? Да не, может у нас типа там расстроение личности. Мы явно просто в этот шкаф зашли немного неправильно, нас бессоебит. Текстурки. Это отрыжка, что ли? Ну, кстати, он явно какой-то придуманный, потому что вот топор типа... А, нет, топора нету. Zach, this is a waste of time. Let's go. Не хочу это заново переживать. Так, он нам ничего не положил. Окей, ладно. Нам назад к лифту аж. О, нет. Кутые. То, что я не люблю больше всего. Зачем? Нафига? Нафига толкать ящик? Чтобы он его разбил. Я офигел от происходящего безумия. Зачем мы толкаем ящик? Ты объясни, зачем нам толкать ящик? В смысле? А я нажимал. Это было странно. Так. Я нажимал только что АД. Ей-богу, нажимал.
Твоя игра забагована, у меня такого не было. Это GOG версия официальная. DRM. Как-то неправильно нажимаю на кнопки, хотя типа AD. Почему? Давай. Чему? В чем прикол-то? Причем в самом последнем моменте у меня будет. Как-то надо быстрее. Я не думаю, если бы я ранее сломал ящик, что бы изменилось. Почему я нажимаю QTE не... Давай перезагрузимся. Нажать кнопку бега надо. Там, по-моему, не работают никакие кнопки, кроме... Ну ладно, сейчас попробуем бежать еще. Теперь игра просто зависла. И вылетела. Потрясающе. Видимо, действительно что-то сломалось, какие-то переменные перезаполнились. Ну ладно. Я надеюсь, не ломает весь прогресс. Previously during... Что-то не так. Ты типа нормально. А, ты ж не проходил тут или проходил?
Просто главный герой вроде бы и так бежит. Я не проходил. Странно как-то. Почему меня в этот момент? Ну, он типа ждет, видишь, у него скрипты. Главного героя вообще надо. И вот опять. И рип. Ладно, попробуем завалить. Так там нету никакого управления. Попробую завалить. Кошка сейчас. Ладно, не вопрос, можно и это. Можно попробовать русский язык без него, на английском сейчас пройти этот момент, в принципе-то. English, save, play. Может, в этом дело. Кто знает. Просто это QTE, нету никакого управления. Я вроде как жму AD, главный герой бежит, но не убегает. Previously, during the investigation. Можно будет, конечно, какой-нибудь репак потом скачать, попробовать.
ноги падает, он дергает за фингер и все. Почему АД не робит? Странно. Да, очень странно. Что вообще сейчас было? Он топором не попал. Лучше, короче, не стало. Но, видимо, когда-то сойдется, да. С геймпадом есть проблема в том, что персонаж вообще не двигается. Я хотел с геймпадом играть, но это часто, как мне до него добежать. Типа там я не дойду даже до начала КТЕ, потому что персонаж тупо не двигается. Порт немножечко сломан. Вот так. Незначительно. Давай еще раз. Еще раз давай. Спасибо. Спасибо тебе большое. Разбил мне ящик. Очень за это благодарен. Зачем дает вообще этот выбор, если... Так, воспользуемся интернетом. QTE. Видос скинул. Что пишут это. Сейчас есть тема, что попробовать. Пишут, типа, убери фикс для багов. И попробуй без него пройти. Я ставил, типа, еще фикс, который
исправляет. Когда пытался заставить работать геймпад. И, видимо, с ним хуже. Так, ну видос тут с геймпадом. DP fix. Remote. Как тебя удалить? Фикс, который сломал игру. И такое бывает. Не то слово. Сейчас игра, кстати, открыта в маленькое окошечко 720p. Это так, мелочи. Надо попытаться пройти этот эпизод. Previously. Ну, кстати, на стриме, я думаю, не сильно там мега заметно, что картинка ужалась. Хотя, ну, в тексте, наверное, заметно. Здесь сейчас нормально, там звездочка была. Где топоры? Их 3, и они не здесь. Так вот должна была быть. Что случилось? Меня паром подкинуло, что? Трава?
Вон. К сожалению, сохраниться там типа негде, поэтому в инглише будем немножечко. У нас так и нету четвертой. Это плохо. Ого. Я не нажал. Эх. И где? Как далеко? А, недалеко. Кто же знал, что тут мышку тебе еще использовать нужно? Кстати, никогда до этого в QTE мышка не использовалась. Ну так. Чтобы понимать весь гений геймдизайна. Кстати, картинка не сильно испортилась от того, что в окошке, по-моему. Да, не все кнопки решили... Да, всю клавиатуру сюда. Вот сейчас левую клавишу. Что ему помешает спуститься? А, кусок плаща. That's all the information we need, Zach.
Let's go back and show them what we found. Have you seen any of these things before? No, not that I know of. But that raincoat is a little odd. Odd? In a town where it rains so much? Well, the people here rarely go out in the rain. I moved here during high school, and I never really understood why. Can you shed some light on this, George? Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. A vicious killer in a bright red raincoat. Yeah, that was it. Just a foolish piece of superstition. A rubbish story someone made up. Not many people still believe it, but I guess it's a traditional place. Most of the shops still close up when it rains. School's out too. And since there's no reason to go out, not many people ever wear raincoats. And now the raincoat killer has leapt out from his picture book. Oh, by the way, would you two kindly show me your backs? Our backs? Is this related to the case? The person with the upside-down peace mark in that photo we found. He's our killer. And what makes you so sure about that? Zach and I saw him kill Anna in the lumber mill. He killed her. Right in there. Oh, one thing. Please don't ask me about Zach. That's a private matter. Anyway, by showing me your backs, we can clear up most of my concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. And Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. George, it's okay. Let's just show him and get it over with. Emily, are you crazy? Look, we flash our backs and he'll start trusting us a little more. Right? Agent York? Типа спины покажите. Are you satisfied now? Yes. My apologies. Now you, George. Yeah, okay. I can't refuse it now, can I? But don't expect to get your way all the time, Agent Morgan. Huh? George! What are these scars? Just like your Mr. Zach. Something private. I don't have to tell you about it. Of course. Just like Zach. We can understand that, right, Zach? Anyway, this will make things a lot easier from now on. I'm glad to say you're both pretty much off the hook. Thank you for your cooperation. If anyone is suspicious around here, it's him. He's the most suspicious. No, I don't think so. But he certainly is the most irritating. We've studied the crime scene.
You know what we have to do next, Zach. George, can we arrange to have the townfolk gather in one place? There are some things I want to address with the townfolk. Very well. I'll arrange to have as many as possible gather in the community center tomorrow. Thank you, George. Да, шрифт что-то утаил. За 3 часа 10 минут мы убили 124 противника. 2 раза перезапускались. 6500 долларов. Сохранение. Отлично. Так, нет, нет. I'll make arrangements for people. Все. Теперь нормально. Ну, короче, есть какая-то сказочка про убийцу в плаще в дождевике. Ну, это типа сказка. Ничего с реальностью не должно было имевшего в виду. Но, видимо, нет. И у убийцы вот этот значок на спине есть, поэтому мы сейчас собрали кучу народу, просто чтобы посмотреть на их спины и убедиться, что все они чисты. Забавно. Previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenwood. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Видимо, у главы есть своя загрузка интересная. Welcome back, everyone. Ah, Thomas. Agent Morgan, it's past 2100. Let's meet up again at the community center tomorrow. I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late, okay? Don't be late. I'll be there. The community center's on the south side. I've marked it on your map. Thanks, Thomas. Well then, see you tomorrow. Вот, собственно говоря, о чем я и говорил несколько ранее. Типа, нам дают побакланить где-нибудь в свободное время, скажем так. Я думаю, что здесь... Ага, можно типа снова попытаться было зайти, если вдруг там что-то было упущено. Так, это не лестница. Там карточка. Вообще нужно будет ехать, наверное... Куда ехать? Куда-то ехать обратно. К бабушке. И ждать какое-то время. Я не думал, что ночью кто-то есть тут. Блин, как эту карточку достать-то? Let me in. Пожалуйста. Ага.
Так, ну это как-то не решило наших проблем, правда ведь? Это еще бензин. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. What do you think, Zach? It's going to get fun. Тут 65 карточек. О, тут рыбу можно ловить. Не, я уже понял, что типа Зак это типа к нам обращение. Скорее всего. Шо? Я не понял. Значит, мне нельзя прийти на незаконную ночную рыбалку. А чё? Наверное, нужна удочка. О. Так, тут не надо. Какая печаль. Так, бочки взрываются, поэтому надо быть... О! Это мне? Это мне. Так, где тут выезд-то? Тут был. Да, бензин у машины есть, и целостность у машины есть. Zach, picking up from where we left off. So, Zach, И с собой разговаривать about those можно. bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. Кажется, So many new audio and visual appliances. Куда? Я тупой. Но мы попробуем еще раз. Походу круг был. А где?
Агент Йорк, вы того? Много не лайте с головой, какие гонки. На машине шериф по месту преступления ночью. Но музыка хорошая. Более дело, это японская игра. Что, мы когда-нибудь будем играть в Якудзу, думаешь, там не будет гонок? Там не будет гонок. Еще какие? Чудесная, да, чудная. Я бы не сказал чудесная, я бы сказал чудная, правда. Или чудное. Каждый на свой. Фото запятое такое, да. О, я типа, одного не доехал. И что это мне дает? Все-таки я не уеду из этого места без карточки. Вот не уеду и не уеду. Я так понимаю, открылась где-то дверь. Zach, picking up from where we left off. So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back. Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Салли Грэм. Я такого персонажа пока еще не встречал. Медальки лишними не будут. Лишняя денежка на сохранение. Вот теперь, правда, уезжаем отсюда. Считаю, что потенциал этого места мы изжили уже. Zach, picking up from where we left off. So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes, filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in '95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily.
Зато тормоза хорошие. Ну, наверное, с учетом этой физики трамплинов в игре нет. Все-таки. Несколько разочаровывающий опыт. Интересно, кто мне шлагбаум поднял? Кто? Он автоматический, как двери в супермаркете. Интересное место. И особенно. Ну, нельзя управлять. Там спасибо. Так, ладно. Если серьезно, что у нас там по потребностям? Нет у нас потребностей, нам надо как-то жить. Только не выходить из меню. Так, куда нам... Отдалить больше нельзя. Вперед, вперед, по туннелю, по туннелю, по туннелю. Рыбачить мы не можем. Карточка. Гоночки. Карточка. Закусочная. Рыбка. Чего ж неудобная карта. Ладно, куда нам указывают? Этот. А где ж бабушка-то? Опять эти объявились. Сектанты. Ферма. Это Фиона, это больница. Фига непонятно, но надо куда-то ехать. Странно, что наш отель... Господи, машина. Для удобства карту кинул в... спасибо.
Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Deadly Spawn. Do you remember that one, Zach? Back in '83, directed by Douglas McCown. Right, it was filmed pretty cheap, but still it was pretty good. The monster design with the mouth crammed full of teeth, I loved it. So many delicious B-movie cliches. Did you know that they made a sequel? But I never got to see the sequel. The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. I wonder how the sequel turned out. You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zach. Sounds a lot like the movie Tremors. I think that one was back in '89, directed by Ron Underwood. Now that was a great role for Kevin Bacon. Masterpiece. Zach, that one had sequels like crazy. I remember there was a fourth one. I've only seen the first one, though. Есть бар, это уже звучит заманчиво, подумайте. Что еще можно сделать? В чем смысл? А в чем его смысл тогда? Ну, как бы... Не, ну я понимаю, только 9, почти 10 часов. В чем смысл бара? Ладночка. Полицейский участок. Чьи-то домишки. Побудем жителей. Так, ладно, тем не менее. Надо наш... Ну, типа, можно. Вот, наверное, это и есть наш отель здоровенный. Отель, отель воды. О, нифига себе, тут людей живет. А, здесь. О, вот это вот, где? Налево. Вот это полево. Полицейский нам можно срезать. Какие-то, блин, цветы есть, которые растут в дождь. Надо дождь ловить. Искать эти цветы. Помнишь, я вот уехал, не мог подобрать. Я думаю, они нам нужны. И... Ну, круглые. Вроде бы это уже хороший знак. О, дождь. Tremors. I think Fred Ward was in it. You say Fred Ward and I say Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton.
Guess Hamilton was aiming to start a Надо series like интересно. 007, but it had no sequels. Моего A real shame. богоподобного Do you remember the дрифта. martial arts they used in that film? Called Sinanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's master Chun. Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Zach, is there something here that you want to check out? This flower. There's something very mesmerizing about it. I wonder what it's called. I'll take one with me and ask someone later. Всё. Типа, чек. Понятия не имею нафига. Но раз уж они в игре есть. Наверное, в этом есть некий смысл. По-моему, даже... Хотя нет, управление такое же, как и было. Вода вообще никак не повлияла. Zach, picking up from where we left off. Tremors. I think Fred Ward was in it. You say Fred Ward, and I say Remo Williams, The Adventure Begins. Так, когда бензин закончится, That one was back in я- 85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. это A real другая shame. машина. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Sinanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's master Chun ran across... Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Да не, вроде нормально. Двадцать два. Это тут была столовка. Закрыта. Труба это так. Нет. Нифига ж себе. Денежка. Чтобы заплатить за пироги. Не туда. О, ля-ля. Бабочки какие-то.
Может, тут бабушка живет. Ну, это не тот зал, за которым мы ели, правильно? Какой-то другой. Так, это наша комната. Тут много наших комнат. Вот. Направо. Через 1, 2 и второй пролет. Один. Вот тут этот. Бабуля. Докопаться до бабули. Oh, hi. Так, бабуля. Я начинаю что-то подозревать. О. Пуля. А ты не скажешь, что у тебя делает слепоуха и 10-миллиметровые патроны? Я бы, конечно, хотел знать. An unpredictable life is a wonderful thing. Cases may come flooding in like passengers at rush hour. Тут поесть на халяву прям нельзя, да? Ладно. Урон очень низкий, а тут просто низкий. 720 патронов. Я думаю, это немного при том количестве патронов. Вот и пойдет. Кофейку пахнули, спать не хотим. Бабушка продает патроны. Все хорошо. Бизнес процветает. Она мало того, что весь дом убирает сама, за всем следит. Еще и патроны у нее есть. Ну, так, чисто. Чтобы, почему бы и нет. Мне вообще надо между 3 и 5. То есть я могу что-то в городе еще поделать интересного.
Могу пытаться рыбалкой заняться как раз таки. Попробовать царапать машину уже. Если бабушка продает патроны, то не хочется мне портить чистоту. Zach, picking up from where we left off. Tremors. I think Fred Ward was in it. You say Fred Ward, and I say Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. A real shame. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Sinanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's Master Chun ran across water, remember? And he loved soap operas. Man, that was a good character. He was played by Joel Grey, the best supporting actor in Cabaret. Of course, in Remo, he had so much makeup on you couldn't tell. Точно. Не хочу расстраивать бабулю. Каких-то спойлеров словил. Не надо. Пользуйте. Интересное меню. Червя, видимо, выдавилось. Разовый подарок — это карточка, думаешь? Так, попробуем. Наживка нужна. Так, да. Оружейство. Стволов. Где он тут может быть только вот? Ладно, сейчас заедем в город. Его пока не отмечается. Я свернулся, конечно, посмотрел просто так на карту, но есть риск, что я не развернусь обратно. Now, Joel Grey's daughter is, of course... That's right, Jennifer Grey. You knew that, right, Zach? Jennifer Grey. She's in one of my most favorite movies. Ferris Bueller's Day Off. 1986, directed by John Hughes.
That one was so 80s. Zach, you're not the most cheerful guy I know. But you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club and Pretty in Pink, St. Elmo's Fire, and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Now that was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates, not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Do you remember, Zach? When that movie ended, the last words, the end, was from an arcade game. That's right, it was from Missile Command. That stuck in my head for a while. The memories. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Закрыто. Что-то показалось, что он... Да вот где-нибудь сохранится. В принципе, заканчивать бы пора. 3 часа стрима прошло. Полночь. Завтра еще работать. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 to... Так, вообще, насчет скипа времени, есть подозрение, что можно... Можно закурить, и время промотается, как в Metal Gear. А в эту машину тоже можно сесть? Нет. Жаль. $1 за звонок с сохранением. Неплохо. Вот, машинами значок есть, если водить умеешь. Вот. Мне казалось, что там просто значок полицейский. Ладно. Спасибо всему цельному одному Андрею, который смотрел это в онлайне. И каким-то рандомным ботам, которые приходят и пишут сообщения неизвестной направленности. Что-то связанное с какими-нибудь сектами, небось. Или просто мемы, интернет-мемы, которых я не понимаю. Тем, кто будет смотреть это в записи. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.